Вселенная – это огромная структура, состоящая из бесконечного множества самых различных объектов. Они находятся так далеко друг от друга в бескрайних просторах космоса, что даже свет теряется в их глубинах. Свету, исходящему от Солнца, требуется более 4 лет, чтобы достичь нашей ближайшей звезды. Что касается межгалактических расстояний, то на их преодоление уходит миллионы лет. Когда осознаешь, что все эти огромные расстояния – это всего лишь крошечные частицы на масштабах макрокосмоса, это неизбежно вызывает удивление. Итак, каковы же реальные размеры Вселенной? Солнечная система – это лишь одна из бесчисленных множеств планетных систем, разбросанных по нашей галактике. Как известно, она состоит из одной звезды в основном последовательном этапе и 8 планет с их спутниками. Кроме того, в нашей системе насчитывается свыше миллиона мелких тел, таких как астероиды, кометы и метеорноиды. Самая удаленная планета в нашей системе, по крайней мере та, что нам известна, Нептун. Радиус его орбиты примерно равен 30 астрономическим единицам, что эквивалентно примерно 4 световым часам. Удивительно, что только крошечная часть системы занимает орбита Нептуна. Самым удаленным объектом системы на сегодняшний день считается так называемый Фар-Фарут. Он расположен на расстоянии около 132 астрономических единиц или 18 световых часов от Солнца. Тем не менее, даже этот объект, едва заметный на темном фоне бездонного пространства, находится совсем не рядом с гипотетической Оортовой облаком. Его внутренние границы лежат примерно в 2000 астрономических единиц от центра системы. По некоторым оценкам, внешние границы протянутся как минимум на 60 тысяч астрономических единиц, что приблизительно равно 1 световому году. Эти пределы определяются гравитационным воздействием Солнца, а все, что находится за их пределами – межзвездное пространство. Продвигаясь дальше, мы обнаружим более 50 различных звезд в пределах 20 световых лет от Солнца. Эти звезды очень разнообразны, от тусклых и холодных карликовых звезд от светов до ярких и широко известных объектов, таких как Сириус, Процион и Алтаир. Некоторые из них имеют собственные планетные системы с объектами, потенциально способными поддерживать жизнь. Например, объект с названием Gliese-832s, который находится на расстоянии 16,1 световых лет от Солнца, больше по подобию нашей Земли, чем любая другая планета в нашей системе, которую мы знаем. Средняя температура на поверхности этого экзопланеты достигает 253 кельвинов, или минус 20 градусов Цельсия, и для полного оборота вокруг своей звезды этому телу требуется всего 36 земных дней. В астрономических стандартах расстояние между нами и Глизе 832 относительно невелико. Однако космический аппарат, отправляющийся из нашей системы со скоростью примерно 17 км в секунду, достиг бы окрестностей этой экзопланеты примерно за 300 тысяч лет. На нынешнем уровне технологического развития невозможно создать межзвездный космический корабль, способный совершить такое долгое путешествие. Совместно с соседними звездами Солнечная система входит в так называемый рукав Ориона. В свою очередь, этот рукав является частью галактики Млечный Путь. Он содержит около 400 миллиардов звезд, и по современным оценкам на ее просторах может быть обнаружено более триллиона различных экзопланет. Основной диаметр Млечного Пути составляет примерно 100 тысяч световых лет, а звездное гало может быть вдвое больше, хотя толщина главного диска примерно 1000 световых лет. В центре галактики существует
четко выраженное выпячивание. Его диаметр около 3000 световых лет. Млечный Путь – часть так называемой локальной группы. Это крупная структура, включающая более 50 галактик, сконцентрированных на территории протяженностью около 10 миллионов световых лет. Среди них крупнейшие – галактика Андромеды, треугольная галактика и наш Млечный Путь. По некоторым оценкам, совокупная масса этой группы может достигать триллионов солнечных масс. Причем основную часть составляют наша галактика и Андромеда. Расстояние от Земли до Андромеды примерно 2,5 миллиона световых лет, поэтому ее считают нашей ближайшей галактикой, если не учитывать меньшие, карликовые. Двигаясь дальше, мы обнаружим, что локальная группа входит в состав гигантской сверхскопления Вега, состоящего более чем из 30 тысяч галактик. Размер этого сверхскопления – около 150 миллионов световых лет в диаметре. Его совокупная масса достигает примерно 1 квадриллиона солнечных масс, или, иными словами, около 1000 галактик типа Млечного Пути. Это сверхскопление довольно плоское. Около 60% всех его объектов представляют собой плоский лист толщиной около 10 миллионов световых лет. Хотя это значение кажется огромным, по масштабам всей Вселенной оно все равно очень мало. Чем дальше мы отдаляемся, тем больше у нас появляется возможностей увидеть гигантское сверхскопление галактик, примерно 520 миллионов световых лет в ширину. Это образование называется Ланиакея и включает в себя несколько суперскоплений галактик, в том числе Вегу и Великий Аттрактор. Общая масса этого образования составляет около 100 квадриллионов солнечных масс. Великий Аттрактор расположен примерно в 250 миллионах световых лет от Земли и является гравитационным центром для всех объектов, находящихся поблизости по астрономическим меркам. Он не может быть наблюдаем непосредственно с Земли, поскольку плоскость Млечного Пути мешает его наблюдению. Поэтому природа Великого Аттрактора до сих пор остается загадкой. Ланиакея – часть крупномасштабной структуры Вселенной, сложной системы галактических нитей, стены пустот, гигантских пространств пустоты в космосе. Некоторые из этих объектов невероятно велики. Например, Великая стена Геркулеса Коронуса Бореалиса простирается примерно на 10 миллиардов световых лет. После ее открытия в 2013 году она считается самой гигантской компонентой масштабных структур Вселенной. Вероятно, в ней находятся миллионы галактик, а число содержащихся в ней звезд трудно поддается подсчету. Сам факт существования такой структуры остается загадкой для науки, поскольку, согласно современным теориям о развитии Вселенной, такие огромные скопления, как это, попросту не должны образовываться. Но, кстати, эта стена настолько велика, что человеческий разум не способен полностью представить ее размеры, и это лишь крошечная часть наблюдаемой Вселенной. По современным космологическим представлениям, пространство Вселенной постоянно расширяется, и скорость этого расширения зависит от расстояния между объектами. Чем дальше наблюдаемый объект находится от наблюдателя, тем быстрее увеличивается расстояние между ними. Скорость их взаимного удаления не ограничена скоростью света, поскольку на самом деле идет расширение пространства. В какой-то момент два объекта станут совершенно недоступны для наблюдения друг с другом. Наблюдение реликтового излучения показывает, что область наблюдаемой Вселенной – это сфера с диаметром примерно 93 миллиарда световых лет. Согласно теории относительности, мы можем видеть и взаимодействовать только с теми объектами, что находятся внутри этой сферы. Эта условная сферическая область пространства называется метагалактикой.
и она может быть либо всей Вселенной, либо, как и ранее, ее крошечным фрагментом. Что касается гипотетических структур за пределами наблюдаемых границ пространства, то, по нашим знаниям, там могут находиться неизвестные формы материи. Такие объекты называются экстраметагалактическими объектами, и, к сожалению, сегодня их невозможно изучить научными методами. Тем не менее, некоторые астрономические тела на границе видимой Вселенной выглядят так, будто движутся иначе, чем следует, исходя из имеющихся данных. Эти аномальные движения могут свидетельствовать о наличии очень массивных структур за пределами границ метагалактики. Их гравитационное воздействие влияет на окружающие объекты. Существует множество гипотез о структуре Вселенной за пределами метавселенной, но большинство из них скорее метафизического характера. Например, некоторые полагают, что за границами Вселенной время и пространство, как мы их знаем, не существуют. Могут не действовать известные физические законы, а понятие материи, материальных или энергетических веществ становятся практически бессмысленными. Эта гипотеза подкрепляется следующей идеей. Метагалактика – это лишь часть еще более сложной и масштабной сверхструктуры в пространстве, состав и размеры которой поразительнее, чем мы можем себе представить. Возможно, эта структура существует в многомерном пространстве или базируется на физических принципах, нам неизвестных. Это делает метагалактику всего лишь незначительным дополнением или частичным отражением этой поразительной сверхструктуры. Согласно некоторым интерпретациям антропного принципа, за пределами наблюдаемой Вселенной существуют другие миры, в которых значения фундаментальных констант, таких как скорость света или заряд электрона, кардинально отличаются. Эта гипотеза многими поддерживается идеей мультивселенной, которая схематически выглядит как пена с множеством пузырей, разделенных тонкими стенами. Однако эти стены непроницаемы. Это превращает каждую вселенную в отдельное пространство со своими физическими законами. И, насколько известно, эти законы могут быть полностью отличны от тех, что приняты у нас. Самые радикальные гипотезы даже отрицают объективную реальность нашего мира вовсе. По их мнению, Вселенная – это всего лишь симуляция, подобная виртуальной реальности на компьютерах, но в очень продвинутом уровне. Обычно такие идеи предполагают существование там сверхсуществ или сверхцивилизаций, уровень развития которых бесконечно превосходит наш. А их цели и возможности остаются загадкой и недосягаемы для человеческого понимания. Однако, разумеется, ни подтвердить, ни опровергнуть эти гипотезы практически невозможно. Конечно, расстояния в пространстве выходят за рамки нашего воображения и могут даже пугать. Они кажутся бесконечными с точки зрения любого современного человека. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что Вселенная расширяется, и если этот процесс продолжится, рано или поздно объекты в пространстве исчезнут за горизонтом событий. Сначала исчезнут галактики, затем звезды, и весь мир окунется в вечную тьму. Но к тому времени рядом уже никого не останется, чтобы это засвидетельствовать.